Как вам движуха? Весело, весело. Мы еще, знаешь, немножко в шоке, мы только прилетели и... Ну, вы сейчас быстро освоитесь. Надеюсь на это. Какие программы можно использовать, чтобы передвигаться по Лондону? Какие-то, может быть, есть лайфхаки? Ну, там вот в сумке приблизительно 3-4 тысячи фунтов. Это нормально. Да. Это типичная погода здесь для этого времени ребят, года? все камеры, которые по городе, они вас мгновенно вычислят и вас догонят полицейские и спросят страховку, потому что знают, что и у вас нет. Да, школы бесплатные, даже собаки здесь есть. Все с ними будет нормально. И дети здесь реже болеют. Магазины, в которых можно одежду купить недорого, с хорошим британским качеством. Это будут магазины с большой вероятностью на hello, thank you. Он был чуть менее компактный, чуть более тяжелый. Он тоже был классный, я его очень любил, там было 3 скорости. У меня его сперли, когда я его пристегнул к столбу на целый день. В Украине есть такие ресурсы, как там Work.ua, Работа.ua. Есть ли здесь что-то подобное? Или, ну, может прикрепить ссылку там к видео? Да, сегодня на телеграм-канале уже опубликовал список всех сайтов, которые предоставляют работу. И мы уже с моими партнерами создали онлайн-анкету на 2 языках, на английском вместе с русским, где вы можете оставить все свои предпочтения, данные для того, чтобы наши партнеры смогли с вами связаться и искать для вас работу. Ссылку тогда прикрепим где-то в описании. Мы заинтересованы находить для вас работу, рабочие места, вам помочь всем, чем можем. Регистрируйтесь по ссылке, оставляйте свои пожелания, все, что можете. И параллельно можете искать себе работу на крупнейших сайтах, которые на телеграм-канале доступны тоже для самостоятельного поиска. Хорошо, а вот когда составляется CV, там чем оно отличается, допустим, от тех резюме, которые мы делали в Украине? Или это точно так же работает? Все точно так же. Все точно так же. Нужно отправить, там, грубо говоря, 1000 резюме, чтобы найти себе работу. Чтобы найти себе ту работу, которую вы хотите. А кто-то еще ищет так работу здесь, допустим, приходит непосредственно на предприятие или там в магазин, где ему хотелось бы работать, и приносит его лично, отдает менеджеру в руки. Это работает или это какой-то мовитон? Это есть, но надо тоже понимать, что надо отнести, грубо говоря, 100 своих резюме, чтобы найти себе работу таким образом. Часто вы можете увидеть на ресторанах таблички «Требуется персонал». Для тех, кто пока еще не успел выучить английский, пока вы учите, рассмотрите варианты, грубо говоря, любой работы, которая не требует языка. Работы, которые не требуют языка, они есть. Да, они не те, которые вы хотите, не те, к которым вы привыкли. Но есть работы и в ресторанах, и в отелях, и где угодно, которые не требуют языка. Один из отелей, с которым я до сих пор успешно сотрудничаю, скажем так, открывается в мае 2022 и будет набирать десятки людей на работу. Поэтому вот из всех тех, кто оставит свои данные по ссылке, о которой мы только что с вами говорили, часть людей попадет на работу в 5-звездочный отель. Знаете вы английский очень хорошо, если даже еще не знаете, будут люди и русскоговорящие, и украиноговорящие, которые помогут вам выполнять работы без знания языка. Большая ли здесь украинская диаспора и русская украиноговорящая? То есть поддерживает ли она как-то здесь своих? Да, естественно, сейчас, как и везде, все диаспоры перешли в онлайн. Есть телеграм-каналы, есть фейсбук-группы и для русскоязычные, и украиноязычные. Поэтому регистрируйтесь везде
И избегайте, пожалуйста, избегайте там любого рода конфликтов на основании происходящего, ну, потому что вы приехали туда, где уже безопасно, где это уже закончилось, и, ну, по крайней мере, для вас хотелось бы, чтобы для всех. И, как бы, скажем так, давайте все любить друг друга и забыть о том, кого вы ненавидите. Или просто простите всех. Их, кто виноват, того судьба накажет. Такой вопрос. Люди, которые приезжают сюда с маленькими детьми, детские сады, школы, это все в доступности для них? Да, школы бесплатные, даже собаки здесь есть. Это следующий вопрос. Да, да, хорошо. Значит, государственные школы бесплатные. Чтобы попасть в школу, нужно будет онлайн найти сайт местного канцела и сделать заявку онлайн на сайте местного канцела. В зависимости от того, где вы живете, обязательно будет онлайн-подача документов на школу. Ну, грубо говоря, заполнить нужно будет анкету. Я уверен, что спонсоры будут с удовольствием помогать информационно всем, кому это нужно. Нужно будет предположить, что иногда придется немножко подождать, ну, скажем, там месяц, а может и день, кому как повезет, чтобы получить место в школе. Ну, я думаю, что сейчас все школы готовятся к наплыву людей, поэтому здесь программа не быстрая, да, вы как видите, что пока подал, еще нужно подождать. Я уверен, что у канцлеров сейчас уже есть время на подготовку, и вероятно, что когда вы приедете, все произойдет быстрее, чем обычно. Но бывают ситуации, когда люди ждут там, месяц или несколько месяцев места в своей школе. Ну, несколько месяцев, это, наверное, перебор. Но месяцами, неделями, месяцами могут люди ждать. Садик всем положен с 3 лет 15 часов в неделю. Многим категориям садик будет положен, я думаю, что и 30 часов в неделю. И это, смотрите, когда уже приедете. Я думаю, что украинцам он будет доступен, работающим, желающим работать украинцам, я уверен, что он будет доступен на 30 часов в неделю. Вот, не сомневаюсь. Но всем он положен на 15 часов в неделю. Ну, садики другие, многие будут, может быть, там, пытаться на них жаловаться. Ну, смиритесь с тем, что здесь дети меньше болеют, и не бойтесь там сквозняков. Здесь другой климат, здесь влажный воздух. Здесь реально дети меньше болеют. Поэтому, когда они у вас там куда-то пошли без шапки, как вы привыкли, или легко оделись, или вам кажется, что они спят там не в таких условиях, как вы бы хотели, чтобы они спали, там, на полу или еще как-то, ну, условно. Или вот не переживайте, все с ними будет нормально. Дети здесь реже болеют. Чем раньше ребенок сюда приедет, тем ниже вероятность, тем быстрее он выучит английский. Но с другой стороны, тем быстрее он забудет свой родной язык. Дети, которые приедут сюда рано, будут с большой вероятностью иметь больше проблем со своим родным языком. Первое сказали, второе. Чтобы ребенку начать нормально понимать английский, понадобится приблизительно до 2 лет. То есть, если ребенок придет после школы и скажет, я ничего не понимаю после первого дня, и я туда идти не хочу, не пугайтесь, вы не первый и не последний. Если ребенок уже в школу ходил и знает, что такое ходить куда-то каждый день, я думаю, будет проще. Если вы приедете, ну, ребенку, которому 5 лет уже идут в первый класс с 5 лет, то, может быть, будет трудно первые пару месяцев, пока ребенок еще вообще никуда не ходил, и вы его сразу запихнете туда, где он не понимает язык. Но все учителя, все школы приспособлены к детям, которые не разговаривают на английском языке, потому что таких здесь, ну, если не половина, то чуть меньше.
Поэтому как бы за язык не переживайте. Как бы каких результатов добьется ребенок с учетом того, что здесь первый класс с 5 лет, ну, способный ребенок добьется и здесь. Первые 6 лет это будет primary school, младшая школа, в которой не ставят оценки, в которой нельзя носить мобильные телефоны до 6 класса, в которой родители должны водить своих детей за руку и забирать примерно в 3 часа дня со школы, то есть нельзя отправлять ребенка одного или там, со старшим ребенком. Родитель обязан привести ребенка до школьной двери, потом школа закроется, у детей там детям в школе безопасно, потому что их привели, ворота закрылись, и дальше только через офис. То есть с ребенком в школе ничего произойти не может. Школа безопасна. Когда школа закончится, нужно четко вовремя прийти, ребенка своего забрать или заранее договориться о том, чтобы ребенок пошел на какой-то послешкольный клуб, типа на продленку или на еще куда-то. С садиком как-то подобно. Но садик, как и у нас, начинается с 2 часов, а может с 15 минут. Ну, то есть как-то детей надо адаптировать постепенно к тому, что он отлучается от родителей. Я знаю, что вы меня этого не спросите, но я вынужден предупредить всех, кто привык жить в теплых квартирах. Я уверен, что большая часть, больше половины, а может быть большинство, столкнется с тем, что плюс всеобщее подорожание энергоресурсов, что в квартирах зимой не будет тепло на протяжении нескольких месяцев. Не будет жарко в любом случае, может быть, даже будет немножко прохладно вам казаться. Смиритесь с тем, что нужно будет одевать пижамку на ночь и тепло одеваться, грубо говоря, днем. Но это вот такая особенность. И есть проблемы, если многие для своих детей использовали увлажнители воздуха в нашем климате. Да, у нас известна такая штука, увлажнитель воздуха. То здесь наоборот. Здесь во многих случаях нужен будет удалитель влаги из воздуха. Осушитель. Осушитель воздуха. Иначе в квартирах появляется плесень. В квартирах потеют окна от высокой влажности и невысокой температуры из-за того, что не перетапливает. И иногда часть лишней влаги из воздуха придется удалять с помощью удалителя. Ну, для тех, кто знает, держите влажность здесь. Ну, если бы у нас я сказал, держите влажность от 40 до 50-60%, то здесь я скажу вам так, держите ее на уровне 60% зимой, потому что ниже вряд ли получится. Выше 70 уже очень вредно. Да, у меня везде, в каждой комнате стоит влагомер, чтобы как бы понимать, что еще не влажно, но уже можно выше не топить. То есть ты топишь в первую очередь не для того, чтобы было тепло, а чтобы контролировать этот уровень влажности. Люди, которые приезжают сюда с домашними животными, нужны ли какие-то документы на животных, паспорта, прививки? Те, кто сюда приезжают, ветеринарные услуги будут для них платные, бесплатные? Ну, вот интересует, какая... Я ни разу не слышал про бесплатные ветеринарные услуги. Я думаю, что они в целом нигде, наверное, не бесплатные. Животные это как бы... Я просто видел программу, я не помню в какой из стран, но там сделали бесплатные ветеринарные услуги на границе для въезжающих. Такое, скорее всего, есть. Значит, для того, чтобы животное сюда приехало, оно должно быть чипировано с прививками и так далее. То есть есть список требований. В одном из шортсов опубликованы сайты, на котором вы можете всю эту информацию просмотреть. Да, в одном из моих шортсов на YouTube есть эта информация. Коротко так. Да, должно быть все, но если у вас чего-то нет, и вы вот по программе для украинцев, то вы можете сюда заехать, но животное будет изъято на карантин на срок до 4 месяцев. Вы должны быть к этому готовы. Но, как многие сейчас делают, в той европейской стране, в которой вы находитесь, вы можете все это сейчас бесплатно доделать и уже приехать с тем, чем нужно.
Здесь вы не увидите бездомных животных, здесь вы не увидите никогда бездомных собак, вы увидите только бездомных лис. Очень много лис, которые бегают по городу, но их видно только ночью, и они прячутся. Бездомных собак здесь не бывает. А откуда лисы появляются тут? Просто живут как кошки. А, как кошки. Да, они больше как кошки. То есть рядом здесь нет какой-то посадки? Они не или там- опасны. Нет, они могут быть где угодно, могут забегать в сады, могут да, лис здесь полно.